Всем привет! Меня зовут Ольга, и мы снова исследуем Ригу. Смотрим на известное под новым углом. Быстрый тест. Что вы знаете о средневековой Риге? Домский собор? Да. Церковь Святого Петра? Конечно. А где жили обычные люди? Вот в этом и проблема. Мы помним храмы и замки, символы власти, но настоящая жизнь города проходила в совсем других местах. Например, в таких, как это. Три брата. Самый старый жилой комплекс Риги. Улица Маза-Пилс или Малая Замковая. В этих стенах 5 столетий кипела жизнь. От средневековых купцов до ремесленников XIX века. А сегодня здесь музей архитектуры и Национальный совет по охране культурного наследия. Те, кто сберегает историю города. Очень символично. Так кто же вы, братья? Давайте знакомиться. Когда-то самым старым жилым домом Риги был дом Вандеберга на улице Пилс или Замковой. Готическое здание XIV-XV веков постройки. Вот его фото конца XIX века. Но в 1905 году здание снесли и построили доходный дом в стиле югент, которым владела семья торговцев и промышленников Менцендорфов. Сейчас это место выглядит так. Кстати, его архитектором был Альфред Ашенкампф, один из авторов первого в Риге дома в стиле ар-нуво или на немецкий манер югенстиль. У меня на канале есть видео об этом доме. Посмотрите, если интересно. Ссылку оставлю в описании к этому ролику. Но вернемся к нашим братьям. После сноса дома Вандеберга титул старейшего жилого дома перешел к дому номер 17 на Маза-Пилс. Белый брат, старший под номером 17, построен в конце 15 века. Стоящий рядом под номером 19 желтый, средний, появился в 1646 году. Младший, зеленый, под номером 21, впервые упоминается в 1718 году. А свое название три брата получили в конце 1950-х годов после реставрации, по аналогии с тремя сестрами, старыми купеческими домами на улице Пик в Таллине. По своей сути, оба комплекса схожи. На их примере можно проследить, как менялись балтийские города, как развивалась архитектура жилых домов от средневековья к новому времени. Как я уже упоминала, здесь сейчас находится Латвийский музей архитектуры, поэтому несколько комнат свободно доступны для посещения. И сейчас мы с вами все подробно рассмотрим. 15 век. Золотое время рижских купцов. Расцвет Ганзейского союза. Рига в его составе. Немецкие купцы привозят не только товары, но и архитектуру. Вот фото средневековых домов Любека, одного из главных городов Ганзы. Смотрите, как они похожи. Это старшие родственники белого брата. Посмотрите на окна. Большие внизу, где жили, крошечные наверху, где хранили товары. Это не просто дом, это логистический центр 15 века. Ступенчатый фронтон – самый простой способ подстроить фасад под крутые скаты крыши. Верхние этажи склады выстраивались пирамидой. Идеальная конструкция для отвода обильных осадков. Хоть сейчас мы и зовем дом белым братом, его фасад изначально не был оштукатурен, это была просто кирпичная кладка. Дома 15 века не стояли на красной линии улицы. Перед ними была небольшая предвратная площадка. У входа устанавливали красивые каменные стелы с гербами, первые опознавательные знаки дома. Эти – реконструкция 1956 года по старинным рисункам. Первым достоверно известным владельцем участка в XVIII веке был Иоганн Зарнау или Сарнау, не знаю, как правильнее произносится, альтерман или старейшина гильдии пекарей. Его герб с изображением человека с колосьями в руках находится во дворике, я покажу его чуть позже. Кстати, я проверила его фамилию, вполне возможно, что он был выходцем из польской деревушки Сарнов или на немецкий манер Зарнау, которая на тот момент была в составе Пруссии. По одной из легенд, именно здесь в XVIII веке была открыта первая в Риге кондитерская, куда горожане приходили за сладостями и новостями. Именно при нем в начале XVIII века здание серьезно перестроили в последний раз.
Места в городе уже не хватало, все привратные площадки застраивались. Так появилась пристройка. Вход украсился каменным порталом с пилястрами, фронтоном и надписью «Соли Део Глория» – «Одному Богу слава». Когда я готовила это видео, то подписчица задала вопрос: а почему эта надпись находится на портале одного из братьев? Отвечаю. Эта фраза – одна из 5 основных доктрин протестантизма, и означает она, что вся слава и поклонение принадлежит только Богу, а не святым или церкви. Видимо, семейство Зарнау, кто и воздвиг этот портал, судя по дате на нем, были убежденными лютеранами. Изменился и внешний вид здания. Ступенчатый фасад приобрел прямые формы. Вот, посмотрите на фото конца XIX века. Когда в 1956 году дом реставрировали, этот портал перенесли к фасаду соседнего дома. Ну что ж, зайдем внутрь. Здесь располагаются тематические выставки Музея архитектуры. Например, сейчас посвященная столетию со дня рождения латвийского архитектора Ольгерта Остенбергса, соавтора Саласпилского мемориала. Помещение первого этажа просторное, потолки высокие. Видите этот люк? Историки архитектуры объясняют, через него поднимали товары с подвала прямо на чердак. Вертикальная логистика средневековья. Зимой Даугава замерзала, торговля останавливалась, верхние этажи заполнялись товарами под завязку, ждали весны и заморских кораблей. А вот и главное сокровище – очаг с мантельной трубой, пронизывающий все здание. Таких в Риге сохранилось всего 3. 2 здесь у братьев и 1 в доме-музее Менцендорфа. Видите эти балки? За них привязывали мясо для копчения. И сажа тут вполне средневековая. Хозяйская семья жила на первом этаже в отдельной комнатке. Работники располагались здесь, в сенях при входе. Верхние этажи только для хранения товаров. Люди там не жили. Специалисты отмечают, стекло в то время делалось вручную, было дорогим. Посмотрите, какое оно здесь, все в пузырьках воздуха. Большие окна – показатель достатка. Здесь жили не бедняки. В дальнейшем домом так и владела семья Царнау, но они уже не были столь состоятельны, как предки, и дом не перестраивали. Последним владельцем был каменотес Арвид Шрадер, устроивший здесь свою мастерскую. Прошло 200 лет, 17 век, шведское время. Купцы больше не прячут богатство, они его демонстрируют. 1646 год. Обозначен прямо на фасаде коваными цифрами. Историки предполагают, так увековечен до год перестройки. Тогда 2 старых здания соединили в одно. Владелец – некто Ниенхофен. Фасад в те годы был окрашен в темно-красный цвет, вот как на этой картинке. Дома теперь узкие и длинные, без привратных площадок. Места внутри городских стен теперь очень мало, и окна 2-го этажа теперь большие. Единственное украшение входа – каменный портал. Фасад среднего брата восстанавливали по рисунку художника Иоганна Кристофа Бродце, и желтый цвет с его рисунка 1785 года. На гравюре изображен красивый каменный портал, обрамляющий вход. К 1956 году от оригинала не осталось и следа, и сюда перенесли соседский, поразительно похожий на тот, что нарисовал Бродце. Участок застроен почти полностью, свободным остался лишь небольшой задний дворик. А теперь посмотрим, что внутри. На первом этаже все тот же очаг, но теперь здесь живут только слуги. Семья хозяев переезжает в более просторные покои на 2-м этаже. На верхних этажах все еще складские помещения и каморки для мастерских. Позже и их приспособят под жилье. Посмотрите на детали. Ниши в стенах заменяли мебель. Маленькие под лампы, большие под посуду. Здесь есть зарисовки интерьера этого дома в прошлом. Посмотрите. Реставраторы обнаружили. Это колонна из другого здания. Вероятно, ее взяли из какой-то снесенной постройки. Даже кирпичи очага привезли из дома Черноголовых, видимо, оставшиеся после очередной перестройки здания. Это ресайклинг прошлого.
Эти доломитовые плиты на входе оригинальные. Благодаря высокой прочности, а также устойчивости к влаге и перепадам температур, их использовали на входе в здание. Улицы были грязные, и половиков тогда еще тоже не придумали. Домом владели ремесленники и мелкие чиновники. Последним был мастер по металлу Радецкий. Минул еще один век – 1718 год. Младший брат впервые упоминается в документах. Владелец – Вендлинг Штейдинг, священник церкви святого Якоба. Она тут, совсем рядом, и отражается в стеклах дома. Как и подобает младшим в семье, этот дом самый маленький из трех. Весь дом теперь под жилье. Здесь жили ремесленники, сначала портной, потом сапожник. Весь дом состоял из маленьких комнаток, приспособленных под жилье и мастерские. Большие окна на всех этажах. На протяжении веков этот дом подвергся самым радикальным перестройкам. В 1899 году по проекту архитектора Юлиуса Пфейфера дом изменился до неузнаваемости. Новый фасад в стиле неоренессанса с декоративными обелисками и карнизами. Настоящий доходный дом. 6 маленьких однокомнатных квартир с крохотными кухнями. От старого дома, оригинальной, осталась лишь стена со стороны двора. Вот она. Эта перестройка сыграла злую шутку с домом номер 21. Еще до Второй мировой войны состояние здания оставляло желать лучшего. Его намеревались снести. Заступиться было некому. Дом слишком сильно изменился. 1901 год. Празднование 700-летия Риги. Городские архитекторы и знатоки истории обращают внимание на старенькие дома на Маза-Пилс. Справедливости ради, изначально их заинтересовались только два – дом каменотеса Шрадера, номер 17, и дом мастера по металлу Радецкого, номер 19. Эти два домика копируют в грандиозной реконструкции Старой Риги, которую построили к 700-летию. Насколько я поняла, реконструкция находилась примерно здесь, в парке Кронвальда. Вот эскиз макета домиков. А это уже фотография с празднования. На заднем плане наш старший брат. Знаете, что бросилось в глаза? Здесь фронтон белого брата похож на фронтон церкви святого Иоанна. Архитекторы того времени так увидели средневековую версию. И это вполне логично. Оба были построены примерно в одно и то же время. 1903 год. Архитектор Гарри Мельбарт призывает сохранить эти здания и не допустить перестроек, которые постигли дом под номером 21 по той же улице. При детальном осмотре архитекторы с удивлением обнаруживают, что оба дома практически не перестраивались. Сохранившиеся в неприкосновенности интерьеры, дымоходы с очагами, витиеватые лестницы и тяжелые двери старательно зарисовывают и измеряют. Все идет к реставрации. Увы, начинается Первая мировая война. Про реставрацию забывают. Дома продолжают потихоньку разрушаться. К этому времени средний и младший братья перешли в распоряжение биржевого комитета, и тот подумывает об их сносе. Незадолго перед Второй мировой войной разрешение на снос дома номер 21 даже получено. Но, слава богу, до этого так и не дошло. После Второй мировой войны в огне пожара погибли многие шедевры рижской архитектуры. Дом Черноголовых, ратуша, церковь Святого Петра. Старый город остро нуждался в новых достопримечательностях. Рижские историки вновь обратили внимание на дома на улице Маза-Пилс. Правда, изначально снова только на дома номер 17 и 19, но выглядели они совсем не так, как теперь. Вот фото. 1956 год. Архитектор Петерис Саулетис берется за дело. Первая крупная реставрация в Старой Риге. Старшему брату возвращают готический ступенчатый фронтон. Создают новый вход со стрельчатой аркой. У ворот устанавливают реконструированные по старинным рисункам привратные стелы со скамьями. Реставраторы ориентировались на рисунки уже известного нам краеведа Бродца, изображение типичного рижского средневекового дома. Саулетис объединяет дворы, выносит на стены исторические детали, порталы утраченных зданий, гербы. 1957 год.
Когда закончилась реставрация соседних домов, в Бюро по охране памятников поступает запрос об оценке дома номер 21. Эксперты отмечают, несмотря на перестройки, здание следует сохранить, ведь вместе с соседями оно образует единый ансамбль. Внешний вид младшего брата реконструирует тоже по гравюре Иоганна Кристофа Бродце. Скульптурные детали берут из фондов Музея архитектуры. Внутри устраивают 4 квартиры, двухкомнатные на первом и втором этаже и однокомнатные наверху. Так в Риге появляется новая достопримечательность – 3 брата. Саултис не просто спас здание, он собрал историю по кусочкам и сделал ее видимой. В 1960-х годах он участвовал в разработке и реализации проекта реставрации церкви Святого Петра. Это именно он в 1970 году по окончании реставрации башни по старой рижской традиции верхом на петушке храма выпил бокал шампанского и разбил его на счастье. А ему тогда было 60 лет. Невообразимая отвага. Сегодня в 3 братьях, как я уже упоминала, расположился музей архитектуры. По рабочим дням каждый желающий может зайти и абсолютно бесплатно прикоснуться к средневековью. Можно также пройти по узкому коридорчику во внутренний дворик музея. Он очень уютный. Здесь находится несколько артефактов Старой Риги. Портал снесенного дома, герб Риги создания оружейного склада городской гвардии рядом с домом Черноголовых, герб Иоганна Зарнау с изображением человека с колосьями в руках, владельца дома номер 17, о котором я уже рассказывала. Здесь также можно увидеть и лестницу в подвал старшего брата. Специалисты утверждают, если бы мы перенеслись в 13 век, то стояли бы на 1,5–2 метра ниже современного уровня. Это была окраина города, а не центр. Рядом находилось кладбище при соборе Святого Якоба. Реставраторы говорят, что братья – это 3-е или даже 4-е поколение домов, стоявших на этом месте. Рига – город низинный. Наводнения случались регулярно, и каждый раз жители поднимали уровень земли. Дома буквально росли вместе с улицами. Реставрация 3 братьев в 20 веке спасла целый пласт городской памяти. И теперь мы можем не просто видеть 3 старых дома, мы можем прикоснуться к слоям истории, от средневековья до наших дней. В 2020 году дома-братья первыми в Латвии получили знак европейского наследия. Если зайти в любой сувенирный магазин в Старой Риге, то обязательно увидишь 3 братьев. Они повсюду – на магнитах, брелках, кружках, открытках, в виде миниатюрных фигурок. Эти дома давно стали не просто памятником архитектуры, а настоящим символом города, наравне с Домским собором, домом Черноголовых и, конечно, знаменитыми рижскими котами на крышах. 3 брата, 3 свидетеля, 3 хранителя памяти. Когда-то здесь пахло копченым мясом и свежим хлебом, звучали голоса купцов на непонятных языках, скрипели деревянные лестницы под ногами ремесленников. Сегодня здесь другие звуки, другие запахи, другие люди. Но дома помнят. Камни хранят тепло тысяч ладоней, касавшихся этих стен за 5 столетий. История не заканчивается. Она продолжается в каждом шаге по старой брусчатке, в каждом взгляде на эти фасады, в каждом новом поколении, которое учится ценить и беречь то, что оставили нам предки. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось это видео, то поставьте лайк и подпишитесь на канал. До новых встреч! Chronicles, staying curious. See,
Подмосковье, как всегда, интересно.